Когда ее дети, Джейсон, Эмма и Кевин, покинули дом, Грейс Милтон наконец поняла, что больше никому не нужна. 20 лет семейной жизни превратились в пустой, натужно тихий дом в пригороде Эшвилла. Дети устали от ее тревог и давно перестали слушать, что она говорит. Однако они даже не подозревали, что в старом бежевом сундуке, который Грейс годами хранила на чердаке, лежали $5 миллионов, наследство, которое ее муж доверил только ей, попросив использовать его, если однажды она останется совсем одна. После его смерти Грейс будто исчезла в собственной жизни. Тихая, незаметная, слишком мягкая. Дети уверяли, что она живет за их счет, забывая, что она всегда жертвовала всем ради них. Но когда дом опустел, в ней что-то переломилось. Она открыла сундук, пересчитала деньги и поняла, прошлое держит ее лишь привычкой. Грейс продала дом без раздумий и уехала в Эшвилл, город, о котором муж мечтал, представляя тихое место среди холмов. Там она купила небольшой домик с деревянным крыльцом, сменила документы и номер телефона, оставив детям короткую записку. «Не ищите меня. Живите, как считаете нужным». Постепенно она начала строить новую жизнь. Занялась садом, познакомилась с соседями. Узнав о местном детском центре, который едва сводил концы с концами, она стала помогать сначала деньгами, затем временем и заботой. Дети из приюта приняли ее так, как родные никогда не принимали. Благодаря ее поддержке центр смог провести ремонт и обеспечить ребят всем необходимым. Грейс впервые почувствовала, что делает что-то важное. Через год на ее пороге появился Джейсон, измученный чувством вины. Он признался, что нашел документы мужа и понял, насколько они все ошибались. Грейс спокойно сказала ему, что деньги использованы на дом, на помощь детям, на новую жизнь, и что она ни о чем не жалеет. Постепенно приезжали и Эмма с Кевином. Видя, как ее любят дети из приюта, они впервые увидели мать как самостоятельного, сильного человека. Грейс больше не держалась за прошлое. Она построила свою жизнь заново, не благодаря деньгам, а благодаря внутренней свободе, которую они позволили ей обрести. Иногда, сидя у окна, она вспоминала мужа и прежний дом, но эти воспоминания стали теплыми, спокойными. Грейс знала, наконец-то она живет так, как всегда хотела. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.